Еще со времен классических черно-белых фильмов начала 20 века психологические триллеры зарекомендовали себя как один из самых сложных жанров кинематографа. Требуется сплести воедино сильный сюжет и глубоких, многослойных персонажей с обычными приемами нагнетания напряженности и неожиданными поворотами. И когда психологический триллер действительно хорош, то эффект может быть столь сильным, что от него будет трудно оправиться после просмотра. Здравствуйте, вы на канале Shadow Tavern, и сегодня предлагаю вспомнить про 7 потрясающих психологических триллеров, которые запутают вас в догадках. Располагайтесь поудобнее, запасайтесь вкусняшками и чаем, и приятного просмотра. 7. Один из самых признанных фильмов всех времен. «7» Дэвида Финчера – это впечатляющий киноаттракцион от начала и до конца. В главных ролях молодого детектива и его опытного наставника Брэд Питт и Морган Фриман. Фильм рассказывает о серийном убийце по имени Джон Доу, который получил печальную известность за то, что все его убийства были связаны с одним из 7 смертных грехов. Игра Кевина Спейси в роли Доу, несомненно, помогает придать дополнительный слой глубины этому психологическому криминальному триллеру. Его холодный голос и отсутствие раскаяния в сочетании с его ужасными преступлениями настолько чужды большинству людей, что зритель не может представить себе человека, действующего как он. Все, начиная с загадки о том, что находится в доставленной коробке, продолжая отсутствием раскаяния и заканчивая искренним, внушающим ужас финальным выступлением Питта. Этого достаточно, чтобы у зрителей перехватило дыхание, и они остались потрясены. «Игра Джеральда» — это экранизация классического романа Стивена Кинга, снятая Netflix по сценарию и под руководством Майка Фланагана. Фильм рассказывает о супружеской паре Джесси и Джеральде, которые снимают дом в глуши с целью вернуть искру в отношения. Пытаясь реализовать свой фетиш, Джеральд приковывает Джесси наручниками к кровати, после чего внезапно умирает от сердечного приступа. Прикованная к кровати, Джесси оказывается вынужденной участвовать в потенциально смертельной борьбе за выживание, оставшись наедине со своими внутренними демонами и таинственным человеком из лунного света, который остается одним из самых умопомрачительно жутких персонажей до самого конца. «Шестое чувство» – абсолютная классика, фильм, который привлек всеобщее внимание к Найт Шьямалану и заложил основу его репутации как автора шокирующих сюжетных поворотов. Сюжет рассказывает о детском психологе Малькольме Кроу и его работе с мальчиком Коулом. Коул утверждает, что он видит мертвых людей и часто общается с призраками, которые не знают, что умерли. Фильм «Шестое чувство» успешно реализует свою мрачную атмосферу и оправданно заслужил похвалу и уважение аудитории за шокирующую развязку в финале. Все в фильме полностью меняется после этого откровения, а ранее едва уловимые детали и реплики приобретают совершенно новое значение, просто идеально для повторного просмотра. «Ганнибал». Фильм «Молчание ягнят» стал третьим фильмом, получившим Оскар во всех 5 главных номинациях, и было очевидно, что появится его продолжение. Сиквел, в котором, к сожалению, заметно отсутствие Джоди Фостер в роли агента Кларисы Старлинг, в центр сюжета помещает Ганнибала, позволяя зрителям увидеть большинство нездоровых сложностей его жизни его собственными глазами. Хопкинс в своей роли вновь абсолютно завораживает и полностью передает очарование экстравагантной и жуткой личности Ганнибала. А добавить ко всему этому Мейсона Верджера, единственную выжившую жертву, то Ганнибал становится одним из самых непростых и морально сложных фильмов с тяжелыми судьбами персонажей. «Эффект бабочки» – одна из самых известных в мире вещей, над которыми люди ломают голову и размышляют. Возникший из теории хаоса, эффект бабочки основан на убеждении, что даже самые незначительные изменения состояния и условий могут привести к довольно серьезным переменам и повлечь за собой значительные последствия. Одноименный фильм 2004 года с участием Эштона Кутчера и Эми Смарт рассказывает о том, как ничтожные решения могут привести к огромным непредвиденным последствиям. Фильм рассказывает об Эване Треборне, 20-летнем студенте, обладающем способностью путешествовать во времени в более ранние периоды своей жизни, сохраняя при этом свой взрослый разум. При этом он может вносить изменения в свою жизнь в будущем. Естественно, все эти поступки влияют на будущее Эвана и его друзей в настоящем. Предпосылки фильма «Эффект бабочки» в целом — это то, над чем зрители могут размышлять часами. А сам фильм полон различных вариантов развития событий, так что потребуется некоторое время, чтобы все полностью осмыслить. «Машинист». Прославившийся благодаря невероятной физической отдаче Кристиана Бейла в роли Тревора, фильм «Машинист» — это мрачная и некомфортная история. Сюжет рассказывает о Треворе, проблемном рабочем, которого коллеги сторонятся за шокирующую худобу, вызванную постоянными приступами бессонницы. Привычный мир Тревора начинает рушиться, когда его объявляют виновником несчастного случая, в результате которого его коллега теряет руку. Сам же он обвиняет в этом другого своего коллегу, которого никто кроме него самого не видит. «Машинист» наполнен загадочными образами и напряженной
напряженной атмосферой, которая в итоге доводит Тревора до состояния паранойи в крайне тяжелой форме. «Машинист» — это удивительно мрачный триллер, который с легкостью оставляет зрителей в шоке, показав, насколько плачевным может быть физическое и ментальное здоровье человека. Раскрытие предыстории Тревора, причин ухудшения его состояния, того, как он смог выжить целый год без сна, шокирует и дополняет одно из самых впечатляющих выступлений Бейла за всю его карьеру. «Остров проклятых». Настоящий шедевр Скорсезе. Фильм «Остров проклятых» — это неонуарный триллер 2010 года с Леонардо Ди Каприо в роли маршала США Эдварда Дэниелса, который прибывает в психиатрическую больницу на острове Шаттер после пропажи одного из пациентов. Дэниелс и его новый напарник прибывают на остров и сразу же знакомятся с персоналом больницы, который одновременно и препятствует расследованию, и подозрителен сам по себе. На протяжении всего фильма Дэниелс страдает от мигрени, а пациенты на острове из кожи вон лезут, чтобы убедить его в том, что все здесь не то, чем кажется, и ему лучше бы убраться из этого места. И подобно «Шестому чувству», финальный сюжетный твист полностью меняет сложившееся представление о фильме, и все предыдущие события принимают совсем иной смысл. На этом у меня сегодня все. Спасибо за просмотр. Если выпуск вам понравился, то не стесняйтесь делиться ссылкой на него со своими друзьями, подписываться на канал и жать на кнопку лайка. И до встречи в следующем. Пока!